Всем привет! Меня зовут Юра, я шеф-кондитер, и вы у меня на канале Шокаяма, где мы готовим. Сегодня мы будем готовить с вами нугу. Почему нугу? Потому что много белков осталось у нас. Пока мы там-сям их использовали желтки, у нас накопились белки, думаем, что с ними делать. Самое первое, что мне пришло в голову, это сделать нугу с брусникой. Это очень легко, я вас сейчас научу. Это очень легко, повторюсь же, да, если у вас есть вот такой помощник. Если у вас такого помощника нет, это очень сложно. Все меняется сразу же ровно наоборот. Очень тяжело и очень сложно сделать это вручную. Ну а мы начнем, да, потому что у нас есть помощники, и нам это будет несложно. Значит, первым делом мы берем белок. Белок у нас здесь 60 граммов белка. Куда мы добавляем 60 граммов сахара. Зачем? Тут просто для того, чтобы белок наш не перебился в процессе взбивания. Не стал бы рыхлым, разваливающимся, а был бы глянцевым, красивым. В общем, поехали. Потихонечку его начинаем взбивать. Параллельно ставим с ним нагреваться наш сироп. Сироп у нас состоит из, естественно, вода. Я уже сразу сюда все завесил, потому что эти ингредиенты, которые входят в состав сиропа, тяжело потом из миски в миску перемещать, проще сразу же в сотейник. Так вот, у нас здесь сахар 350 граммов, 100 граммов мед и 100 граммов сиропа глюкозы. Сироп глюкозы можно найти в аптеке, если не можете его найти, замените его просто дешевым, самым дешевым сахаром. Ну и вода. 200 граммов воды. Все, мы это включаем и начинаем нагревать. Еще один помощник, который вам понадобится при готовке нуги, это термометр. Без него будет тоже достаточно проблематично попасть в нужную температуру. Все размешали, варим. В общем, варим сироп. Наша температура, которую мы преследуем, это 146 градусов по Цельсию. К тому моменту, когда здесь будет 146, белки должны уже взбиться в пену такую, не плотную, но уже в пену. Поэтому не нужно его сильно прям врубать сразу, чтобы он все перебил. Спокойненько, все спокойненько. Никуда не спешим. Вот у нас уже 126 градусов. Вообще после 110 нужно очень внимательно следить за термометром, потому что температура побежит вверх просто молниеносно быстро. И если до 110 вы долго ждали, когда же она поднимется, то сейчас от термометра лучше не отходить далеко. 130. Мы практически уже у финишной прямой. Итак, все, мы набрали 140 градусов. И теперь мы будем вливать потихонечку наш сироп в белки, только осторожно, чтобы на венчик не попадало. Нам нужно, чтобы наша масса чуть-чуть остыла. И потом мы заменим венчик на такую лопатку, потому что нуга станет плотная, и мы просто сломаем венчик. Нам нужно еще, как вы помните, добавить туда брусники. Итак, вот мы видим, что наша масса начинает густеть. Сейчас пора заменить венчик на лопатку, которой эта нуга нипочем. И продолжаем ее вымешивать, пускай она чуть-чуть остынет. Вот видите, как начинают нити от нее тянуться. Это говорит о том, что наш сироп остывает, густеет. И пришло время добавить бруснику. А самое главное, ее очень рано не добавить, иначе она покрасит нам всю нугу. Нам важно, чтобы нуга осталась белая, и брусника бы в ней попадалась кусочками. Все засыпаем. И на медленную скорость. Все. Достаточно. Теперь берем крахмал и подпыляем крахмалом нашу поверхность, куда мы сейчас будем вываливать нашу любимую нугу.
Смещаем с лопаточки. А саму нугу извлекаем при помощи такого устройства, как скребок. Ко мне прилипла. Ужасно липкая нуга. Но она такая и должна быть. Быстренько ополоснул руки и возвращаюсь. Трогать ее просто так руками нежелательно. Подпыляем крахмальчиком. К крахмальчику она не прилипает. Так. Кладем нашу нугу. И теперь аккуратно скалочкой, без сильных придавливаний, придаем ей равномерную толщину. Я вот думаю, что полсантиметра толщины в самый раз. Вот. Теперь мы ее убираем не в холодильник, а просто в место с комнатной температурой и даем ей полностью застыть. На это может уйти час-два. Ну, смотря какая у вас температура. Вот, но ни в коем случае ее не кладите в холодильник. Если кладем, почему? Я вам сейчас объясню. Потому что в нуге очень много сахара. Этот сахар впитывает в себя влагу отовсюду. Если мы положим нугу в холодильник, то сахар будет впитывать в себя влагу из холодильника, и наша нуга просто растает. Если мы ее просто оставим при комнатной температуре, то сахар в нуге закристаллизуется, и она перестанет, она должна быть тянущейся, а будет ломкая такая. Тоже неправильно. Самое правильное хранение нуги — это плотно завернутая в пленку в холодильнике. Плотно в пленку. Плотно в пленку. Плонку. Плотно в пленку. Замотанная нуга, которая лежит себе спокойненько в холодильнике. Все, даем ей застыть, режем, межем, наслаждаемся. Застыла наша нуга, мы ее сейчас режем. После холодильничка она станет еще поплотнее. Что я хочу сказать? Вы можете сами регулировать плотность вашей нуги. Вот я варю до температуры 140 градусов сироп и получаю вот такую вот нугу, которая замечательно тянется, очень нежная и не прилипает к зубам. Вы можете варить до температуры 146 градусов. Все, что выше, будет уже ломкое. В любом случае 146 это потолок, но мне такая нравится. Она сейчас еще пока в тепле лежит, она такая, ну, видите, эластичная. После холодильничка она будет прям так тянуться, очень круто. Бомба. В общем, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы обновления не пропустить. От этого оторваться просто невозможно. Много не делайте, мы вам советуем. Все, всем пока.